Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске вы увидите все новые спортбайки с двигателями от 600 и до 1100 кубических сантиметров, которые продаются сейчас и будут продаваться в 2024 году. Ну а чтобы было интереснее смотреть, выпуск пойдет на убывание. То есть начнем мы с самых объемных и мощных пластиковых ракет. Поэтому открывает выпуск итальянец Ducati Panigale V4, который пришел на смену культовому мотоциклу Panigale 1299. Это первый серийный мотоцикл Ducati с 4-цилиндровым двигателем. Модель Panigale V4 разрабатывалась в тесном сотрудничестве с командой Ducati Corse с использованием технологий и ноу-хау из мира гонок. В результате чего появился шоссейный мотоцикл, который максимально приближен к байкам, участвующим в чемпионате MotoGP. 1103-кубовый двигатель V4 с обратным вращением коленвала выдает 214 лошадиных сил и 124 ньютон-метра крутящего момента. Разгон от 0 до сотни производитель не указывает, но это точно около 3 секунд. Цена на официальном итальянском сайте 26 тысяч евро. За версию S просят 31 800 евро. И самая дорогая это версия SP2 с ценой 40 700 евро. Спортбайк Aprilia RSV 4100 Factory. Он оснащается легким и узким V-образным 4-цилиндровым двигателем объемом 1099 кубических сантиметров, который выдает 217 лошадиных сил и 125 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса мотоцикла 202 килограмма. От 0 до сотни байк разгоняется около 3 секунд. Максимальная скорость 305 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,9 литра на 100 км. Бак вмещает нестандартные для класса 17,9 литра. Высота по седлу 845 мм. Цена на данный момент за новенький мотоцикл 26 тысяч евро. Базовая версия просто Aprilia RSV 4100 стоит от 21 тысячи евро. Мощность мотоциклов одинаковая, различие лишь в оснащении. Самый мощный спортбайк и при этом безумно дорогой Kawasaki Ninja H2R. Сейчас за модель 2023 года на официальном сайте просят 57,5 тысяч долларов. Это примерно 4,5 миллиона рублей. За эту немалую сумму вы получаете эксклюзивную мощность в 326 лошадиных сил и 165 ньютон-метров крутящего момента, который выдает тот же двигатель, что и у H2, но с другими настройками. При сниженной массе в 216 кг от 0 до сотни H2R телепортируется за 2,5 секунды. Максимальная скорость достигает 400 км в час. Король атмосферников по мощности Ducati Panigale V4R на официальном сайте в Италии стоит от 44 тысяч евро. Это около 3 миллионов 700 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете самую мощную безнаддувную серийную силовую установку объемом 998 кубических сантиметров. 4 цилиндра выдают аж 221 лошадиную силу и 112 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла всего 172 килограмма. Разгон до сотни занимает меньше 3 секунд. Максимальная скорость около 330 км в час. А если установить полный гоночный выхлоп Ducati Performance Akrapovic, максимальная мощность вырастает до 234 лошадиных сил. Именно столько же у более дорогой версии Superleggera. Далее идет BMW M1000RR, который получил некоторые обновления в этом году.
С технической части все осталось без изменения. Рядная четверка по-прежнему выдает максимально 212 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента. Однако максимальная скорость выросла до 315 км в час благодаря обновлению в аэродинамике мотоцикла, а именно сочетанию большей прижимной силы с меньшим сопротивлением. Цена базовой версии на официальном сайте в Германии составляет 33 тысячи евро. Это примерно 2 миллиона 800 тысяч рублей. Знаменитый Kawasaki Ninja H2, который своим появлением взорвал представление о современном спортбайке, оказывается не представлен на официальном японском сайте, то есть у себя на родине этот мотоцикл не продается. Однако на мировом сайте компании за него просят минимум 31,5 тысячи долларов, это около 2,5 миллионов рублей, а за карбоновую версию все 35 тысяч долларов. 998-кубовая рядная четверка оснащается двускоростным центробежным нагнетателем, который позволяет снять с двигателя H2 231 лошадиную силу и 141 ньютон-метр крутящего момента. При сниженной массе в 238 кг от 0 до сотни H2 разгоняется около 3 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке в 299 км в час. На официальном сайте в Германии за новенький BMW S1000RR сейчас попросят минимум 20 420 евро. Это примерно 1 миллион 750 тысяч рублей. Производитель на 2023 год указал мощность рядной 999-кубовой четверки в 210 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает около 3 секунд. Максимальная скорость превышает 300 км в час. В сниженном состоянии супербайк весит 197 кг, а с М-пакетом всего 193,5. Средний заявленный расход топлива 6,4 литра на 100 км пути. Honda CBR 1000RR Fireblade. Флагманский спортбайк сейчас на официальном сайте стоит от 2 миллионов 420 тысяч йен, это около 18 тысяч долларов. Версия SP стоит почти 21 тысячу долларов. Его рядная 999-кубовая четверка выдает 217 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса мотоцикла 202 кг. От 0 до сотни спортбайк выстреливает за 2,8 секунды. Средний расход топлива заявлен в 6,2 литра на 100 км. Далее идет Kawasaki ZX-10R. Его 998-кубовая четверка выдает 213 лошадиных сил и 111 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 207 кг спортбайк от 0 до сотни разгоняется за 2,8 секунды. Максималка с ограничителем те же 299 км в час. Средний заявленный производителем расход топлива 6,4 литра на 100 км. Бак вмещает 17 литров. Цена на официальном сайте в Японии составляет 2 миллиона 332 тысячи йен. Это примерно 17 300 долларов. Версия ZX-10RR, которая выдает 214 лошадиных сил, стоит уже 29 700 долларов.
самый доступный на сегодня литр Suzuki GSX-R 1000, который обновлялся последний раз в 2017 году. С 2023 года эта модель больше не продается в Японии. В прошлом году она там стоила 2 миллиона 156 тысяч йен, это 16 тысяч долларов. В США за новенький GSX-R 1000R просят 18 200 долларов, это примерно 1 миллион 400 тысяч рублей. Его рядная 999-кубовая четверка выдает 201 лошадиную силу и 117 ньютон-метров крутящего момента, а от 0 до сотни спортбайк разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Снаряженная масса мотоцикла 202 кг. Легендарный спортбайк Yamaha R1 слабее Gixxer на 1 лошадиную силу, я уже не говорю о ZX-10R. Его рядная 998-кубовая четверка Crossplane выдает ровно 200 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 200 кг от 0 до сотни байк разгоняется за те же 2,9 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Однако спортбайк стоит дороже предшественников. В Японии за новую R-ку просят 2 миллиона 365 тысяч йен, это 17,5 тысяч долларов. М-версия стоит 3190 йен, это 23 600 долларов, а, например, на американском рынке ее уже продают за 27 тысяч долларов. За новенький Ducati Panigale V2 у себя на родине сейчас просят минимум 19 700 евро. Он оснащается 955-кубовым двухцилиндровым L-образным двигателем, который выдает 155 лошадиных сил и 104 ньютон-метра крутящего момента. Максимальная скорость около 300 км в час. Сниженная масса 200 кг. Средний расход топлива заявлен на отметке в 6 литров на 100 км. Бак вмещает 17 литров топлива. Лимитированная версия Ducati Panigale V2 Baileys стоит уже 22 500 евро. Городской спортбайк Ducati Super Sport 950 сейчас стоит минимум 15 400 евро, версия S 17 500. Мотоцикл оснащается дисмодромной 937-кубовой L-образной двойкой жидкостного охлаждения Евро-5, которая выдает умеренные 110 лошадиных сил и 93 ньютон-метра крутящего момента. Для владельцев лицензии А2 также доступна версия мощностью 47 лошадиных сил. При сниженной массе в 210 кг от 0 до сотни Super Sport 950 разгоняется чуть больше 3 секунд. Максимальная скорость около 250 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литра на 100 км. Бак вмещает 16 литров топлива. Suzuki GSX-R 750. Этот злющий спортбайк производится аж с 1985 года, а последний рестайлинг модель пережила в 2011 и производится без изменений до сих пор. 749-кубовая четверка выдает 150 лошадиных сил и 86 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 190 кг GSX-R 750 от 0 до сотни разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная заявленная скорость составляет 270 км в час.
Бак вмещает 17 литров. Спортбайк не продается в Японии, а в США за него просят минимум $12 900. MV Agusta F3. Итальянка оснащается рядной 798-кубовой тройкой, которая выдает 147 лошадиных сил и 88 ньютон-метров крутящего момента. Плюс мотоцикл обладает невероятно малым весом, всего 173 килограмма. От 0 до сотни F3 800 разгоняется за 3 секунды, до 200 км в час за 9 секунд. Заявленная максимальная скорость 240 км в час. Средний расход топлива указан в 6,1 литра на 100 км. Бак вмещает 16,5 литров. Высота по седлу 830 мм. Цена за базовую версию Россо начинается от 17 100 евро. Версия RR стоит 21 900 евро, а версия RC уже 24 500 евро. Kawasaki Ninja ZX-6R. Спортбайк в своем арсенале имеет рядную 636-кубовую четверку, которая выдает 126 лошадиных сил и 70 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 197 кг ZX-6R от 0 до сотни разгоняется за 3,3 секунды. Максимальная скорость 260 км в час. По паспорту кушает мотоцикл 5,5 литров на 100 км. Бак вмещает 17 литров. Цена в Японии 1 400 000 йен. Это примерно $10 150. В США минимальная цена $10 400. Старичок Suzuki GSX-R 600, который практически без изменения продается с 2011 года, причем только в США. Там за него сейчас просят минимум $11 700. Рядная четверка спортбайка выдает 125 лошадиных сил и 68 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 187 кг от 0 до сотни джиксер разгоняется чуть больше 3 секунд. Максимальная скорость 260 км в час. Средний заявленный расход топлива 6 литров на 100 км. Бак вмещает 16,5 литров топлива. Honda CBR 600RR. Этот один из красивейших спортбайков оснащается 4-цилиндровым двигателем. Его объем по-прежнему составляет 599 кубических сантиметров. Он выдает 121 лошадиную силу и 64 ньютон-метра крутящего момента. При сниженной массе в 194 кг спортбайк разгоняется от 0 до сотни за 3,2 секунды. Максимальная скорость 260 км в час. Honda CBR 600RR продается в основном только в Северной Америке и Японии. Цена на родине от 1 600 000 йен или $12 000. Aprilia RS 660.
Дерзкая итальянка имеет самую мощную рядную двойку. Ее объем составляет 659 кубических сантиметров. Она выдает рекордные в этом классе 100 лошадиных сил и 67 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни спортбайк разгоняется за 4 секунды. Максимальная скорость 240 км в час. Снаряженная масса спортбайка 183 кг. Бак вмещает 15 литров. Средний расход топлива 4,9 литра на 100 км. Минимальная цена на официальном итальянском сайте 11 600 евро. Городской спортбайк от Honda, модель CBR 650R. Она оснащается рядной 649-кубовой четверкой, которая выдает 95 лошадиных сил и 63 ньютон-метра крутящего момента. При снаряженной массе в 208 кг от 0 до сотни CBR 650R разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость 240 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Бак вмещает 15,5 литров топлива. Официальная цена 1 миллион 80 тысяч йен. Это 8150 долларов. В Европе он стоит 9500 евро. Yamaha R7, которая, увы, пришла на смену знаменитой Yamaha R6. Здесь в угоду экономичности и надежности установлена рядная 689-кубовая двойка от МТ-07, которая выдает всего 73 лошадиные силы и 67 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 188 кг. Разгон от 0 до сотни занимает чуть больше 4 секунд. Максимальная скорость 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 4,2 литра на 100 км. Высота по седлу 835 мм. Цена в Японии 1 миллион 55 тысяч йен, или примерно 7900 долларов. В США за новенькую R7 просят минимум 9200 долларов. Китайский Panigale QG Motor SRK 600RR, который по мощности немного, но обошел R7. А получилось у него это благодаря рядной четверке от Benelli TNT 600. Она выдает 87 лошадиных сил и 56 ньютон-метров крутящего момента. Хотя в сравнении с четырехцилиндровыми конкурентами это все же маловато, учитывая снаряженную массу в 213 кг. Бак вмещает 16,4 литра. У себя на родине этот спортбайк оценивается минимум в 51 тысячу юаней. Это примерно 7200 долларов. Об этом и многих других мотоциклах из этого топа подробные выпуски выходили ранее. Кому интересно, ссылки будут в описании. Kawasaki Ninja 650. Его 649-кубовая рядная двойка выдает 68 лошадиных сил и 64 ньютон-метра крутящего момента. Рама, конечно же, не легкосплавная, а стальная трубчатая. При снаряженной массе в 193 кг от 0 до сотни байк разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость около 200 км в час. Средний заявленный расход топлива чуть больше 4 литров на 100 км. Бак вмещает 15 литров. В Японии Ninja 650 стоит минимум 990 тысяч йен, это 7100 долларов, в США это уже 8000 долларов.
Ну и заканчивает выпуск китайская MV Agusta Jedi K750. За невероятной спортивной внешностью городского спортбайка спрятана рядная 730-кубовая двойка. Этот двигатель, как и шасси из литого алюминия, переехал сюда от других дорожных моделей компании и максимально выдает 80 лошадиных сил и 70 ньютон-метров крутящего момента. Мотоцикл имеет неплохое оснащение электроникой. Помимо ABS от Bosch имеется Traction Control, Cruise Control, 2 режима двигателя, бесключевой доступ, стильный цветной многофункциональный TFT-дисплей с Bluetooth и, естественно, полное светодиодное стильное освещение. Спортбайк пока продается только в Китае по цене около $7000.